Всем привет, друзья! С вами НС, это Dota 2 фишки, хочу знать, номер 17. Сразу к делу погнали. И сразу к интересному. Тинкер не может перезаряжать Arcane Boots. Это было запрещено, так как это достаточно сильная вещь, ведь можно бесконечно заливать ману своей команде. Однако, то ли это баг, то ли специально придуманная фишка, но Тинкер может перезаряжать Guardian Greaves. Бесконечно лечиться не выйдет, так как пока юниты находятся под эффектом Guardian Greaves, еще раз полечены они не будут. Но это не касается восстановления маны. То есть, собрав Guardian Greaves, Тинкер может бесконечно заливать ману как себе, так и своим союзникам. С Guardian Greaves и Soul Ring'ом у Тинкера мана фактически бесконечная. Однако из-за Soul Ring'а он теряет жизни, и рано или поздно они могут закончиться. Но если в команде мы имеем Вич-доктора с хилом, то рядом с таким Тинкером он может вообще его не выключать. Таким образом и Тинкер жизни терять не будет, и вообще все довольны останутся. По факту очень интересная особенность, и она может быть использована в каких-то хитрых пушах. Люди часто спрашивают, как можно поставить мины Текиса в одну точку. Дело в том, что если вы просто ставите мины, то как бы вы ни старались, они будут ставиться слегка в разные места. Таким образом, противник, наступив на ваши мины, может активировать не все сразу и не погибнуть. Действительно, постановка мин в одну точку намного более эффективна, а сделать это весьма просто. Вы выделяете героя и свою первую мину, и дальше ставите мины не на местность, а на мину в окошке групп снизу. Таким образом, каждая новая мина будет ставиться ровно поверх прошлой, и вы получите идеальное минное поле, которое детонирует одновременно и в одинаковой площади. Также это работает и для ультимативных бочек. У них, правда, анимация такая, что видно, что там стоит больше, чем одна бочка, так как ставятся они слегка в раскоряку. Однако технически они также находятся в одной точке и при детонации затронут одинаковую площадь. Третья фишка посвящена Сэнд-Кингу и глимпсу Дизраптора. Играя за Сэнд-Кинга, вы можете увернуться от глимпса Дизраптора, если вовремя используете Borrow Strike. Borrow Strike нужно использовать именно тогда, когда глимпс должен телепортировать вас назад во времени. Чтобы это почти гарантированно вышло, вам лучше использовать Borrow Strike на максимальный рейндж, так как суть фишки именно в том, чтобы Сэнд-Кинг находился под землей в то время, когда глимпс должен вернуть вас во времени. Чем дальше вы используете Borrow Strike, тем дольше вы находитесь под землей, и тем проще попасть в нужный тайминг. Есть один странный баг с Нагой и Тускаром. Существуют мифы о том, что Нага после использования иллюзий может пройти сквозь шарды и Тускара, однако это не совсем так. В процессе тестов я выяснил, что в общем-то абсолютно неважно, использовала Нага иллюзии или нет, она так или иначе может пройти через шарды и Тускара. Чтобы у вас это получилось, вам нужно двигаться не за шарды, в таком случае Нага начнет их просто оббегать, а активно кликать через них. Может не получиться с первого и даже второго раза, но если немного потренируетесь, то будет получаться без каких-либо проблем. Нага может как выйти из шардов, так и вернуться обратно при надобности. Честно сказать, совершенно непонятно, каким образом это работает. Я проверил это на множестве других героев, и ни с кем, кроме Наги, у меня это не вышло. Ну и напоследок. Я просто ненавижу земляного спирита и считаю, что все, кто играет на нем, будут когда-нибудь гореть в адском котле. Тем не менее, за этого героя существует достаточное количество фишек и приколов. Одна из фишек это то, что Geomagnetic Grip и Balder Smash не останавливают действие прерываемых способностей. Это может быть крайне эффективно с Вич-доктором или Энигмой. В костюм ультимейт земной спирит тянет нас к себе, а потом еще и отталкивает черт знает куда. В итоге противник вообще не понимает, где источник ультимейта находится. Geomagnetic Grip работает только на союзников, но вот Balder Smash можно применить и на противников. Помня об этом, можно, например, выпихнуть Crystal Maiden или Сэнд-Кинга из драки. Улетая, эти герои вместе с собой и свой ультимейт захватят. Все, ребята, фишки закончились, так что всем пока, увидимся в 18-м выпуске. И сразу к интересному. Тинкер может перезаряжать... И сразу к интересному. Тинкер может Тинкер не может. Сейчас будет. Давай. Проявить чуть-чуть уважения к своим фанатам. В
Все, мы все пишем там же, да? Колотить. Друзья мои, фишки на сегодня кончились. Нет, дерьмово. Вот и фишкам конец. Кто смотрел, молодец. Ну правильно, нам же нужны косяки. Ладно, давай. Ну, я просто не знаю. Что сказать-то? Типа, всем пока. Всё.